Приветствую! Этот видеоролик я назову «Поканальная калибровка в Sony TCK222 ESA». Думаете, ее там нет? Согласитесь, сразу возникнет интерес к просмотру с возгласом «Да ну на!». Хотя это неверно, потому что калибровкой мы называем оперативную постройку тракта записи магнитофона под используемую в кассете ленту. И в этой деке имеется такая опция. С помощью двух регуляторов, обозначенных как BIOS и Rec Level, можно отрегулировать чувствительность для сигналов частотой соответственно 8 кГц и 400 Гц в тракте записи этого магнитофона. Эти сигналы только в левый канал выдает генератор, встроенный в этот аппарат. При поканальной калибровке мне понадобится внешний генератор синусоидального сигнала частотой 10 кГц и 315 Гц, если следовать сервис-мануалу кассетной деки Sony TCK222 ESA. Эти частоты, в общем-то, близки к тем, что выдает встроенный генератор, и их точное значение при данной настройке не важно. Для контроля сигнала на выходе магнитофона понадобится осциллограф. Я воспользуюсь осциллографом FNIRSI 1014D. Генератор сигналов встроен в него, и он выдает сигналы различной частоты приблизительно одного уровня. Сигнал частотой 315 Гц имеет уровень со среднеквадратичным значением 881 мВ, при этом полный размах сигнала 2,5 вольта. У сигнала высокой частоты 10 кГц значение в РМС ниже, где-то 860 мВ, и размах сигнала также меньше 2,44 вольта. В общем, то, что я хочу сделать, это определенный этап электрической регулировки кассетной деки на производстве. Поэтому до нее должны быть выполнены регулировки азимута головки, уровня сигналов на выходе деки и калибровка уровней обоих каналов индикатора. Я как-то просматривал видеоролики с обзором данной кассетной деки, и вот такое положение регуляторов при калибровке, когда они широко отклонены в разные стороны друг от друга, указывает, во-первых, на то, что лента пришла в негодность, а во-вторых, что неверно занижен уровень записи. Если его выставить верно при качественной ленте в кассете, то регуляторы BIOS и Rec Level приблизятся к своему вертикальному положению. Чаще всего неправильно выставлен уровень в усилителе записи. Или же он снизился из-за неисправности некоторых электронных элементов. У кассеты с качественной лентой высокая отдача по высоким и по низким частотам, а значит АЧХ ее пологая в широком диапазоне. Это важно, потому что все ленты должны соответствовать определенным стандартам. Так, обычный магнитофон калибруется под ленту путем включения определенной цепи коррекции с помощью автоматического распознавания по выемкам на верхнем торце кассеты. Правильно настроенный магнитофон с функцией калибровки должен обеспечить уровень записи на ленту ровный с входным сигналом при нулевом положении обоих регуляторов BIOS и Rec Level. Ими можно произвести лишь финишную, то есть более точную коррекцию чувствительности под конкретный экземпляр ленты. Согласно сервис-мануалу, для настройки требуется тестовая лента CS222. Могу предположить, что это лента второго типа. Конечно же, такой у меня нет. Нужно выбрать какую-то эталонную кассету, то есть из бытовых одну назначить эталонной. И на этом этапе это может быть любая с качественной лентой, которая хорошо прописывает сигнал высокой частоты 10 кГц. Я произвел калибровку под имеющиеся у меня кассеты различных брендов с лентами всех типов и выявил некоторое большинство, у которых при этом положение регулятора Rec Level одинаковое. Наиболее стабильны в калибровке кассеты от бренда TDK из-за схожести лент по параметрам. У Sony наблюдаю широкие различия в свойствах лент. Кому интересно, с этими и другими фото можно ознакомиться в пабликах канала. В итоге свой выбор я сделал на недавно мной лично вскрытой кассете Goldstar CRX 1986 года с лентой второго типа. Устанавливаю эту кассету в деку. Вернув оба регулятора калибровки и баланс в среднее фиксированное положение, включаю систему HX Pro и подаю через согласующий резистивный делитель, как того требует сервис-мануал, на вход левого канала сигнал частотой 315 Гц. На выход подключаю щуп осциллографа. В качестве нагрузки параллельно ему использую резистор номиналом 47 кОм. Большой ручкой регулятора уровня записи
Устанавливаю входной сигнал на значение минус 10 дБ на люминесцентном индикаторе кассетной деки. Такой уровень выбрал потому, что в последующем для сигнала частотой 10 кГц он оптимальный для большинства лент. Итак, включаю запись и с помощью подстроечного резистора RV401 на главной плате, обозначенного как Rec Level L Channel, выравниваю значение сигнала на ленте с входным сигналом, который контролирую при нажатии на кнопку «Монитор» по индикатору деки и одновременно для точности по осциллографу. Проверяю настройку на другом отрезке ленты или даже на другой стороне кассеты. Ту же настройку осуществляю для другого канала с помощью подстроечного резистора RV301, помеченного как Rec Level R Channel. Повторюсь, что чаще всего в кассетных деках неверно выставлены эти уровни записи низкой частоты. Отрегулировали, и этого будет достаточно. Вот таким образом я откалибровал трак записи деки под сигнал 315 Гц. А я продолжаю и подаю на вход кассетной деки сигнал высокой частоты 10 кГц. Аналогично проверяю соответствие уровней сигналов на входе магнитофона и записанного на ленте и подстраиваю их уже с помощью резисторов RV403 и RV303, обозначенных как BIOS L Channel и BIOS R Channel соответственно. Причем сектор регулировки от имеющегося положения подстроечных резисторов будет минимальный. Проверяю настройку на других участках ленты или на другой стороне кассеты. Готова настройка под частоту 10 кГц. И это я называю поканальной калибровкой тракта записи под конкретную ленту Goldstar CRX 1986 года. Причем отдельно осуществлена настройка BIOS и отдельно Level. Теперь потребуется задать эту настройку для внутреннего калибратора под такую эталонную кассету. Перевожу деку в режим калибровки. И с помощью подстроечного резистора RV202, обозначенного как Call-Low, регулирую так, чтобы нижний уровень, именно понижая его, не превышал метки на индикаторе, а крайний перед меткой сегмент четко светился. Подстроечным резистором RV102, обозначенным как Call-High, также понижаю его уровень до метки, но в этом случае может мерцать сегмент правее красной метки. Главное, чтобы крайний слева к метке сегмент индикатора не гас. Сектор регулировки этих подстроечных резисторов также самый минимальный. Готово. Теперь для калибровки тракта записи под магнитофонную ленту не требуется внешний генератор и осциллограф. Для удобства пользователя достаточно с помощью встроенного генератора откалибровать кассетную деку под качественную ленту по сигналу только одного левого канала. Но этими двумя потенциометрами одновременно я калибрую оба канала записи. И что из этого эксперимента получилось? Вот Maxell UR90 2005 года с лентой первого типа. Регуляторы калибровки в начальном положении. Теперь Sony HF90 1988 года, также первый тип ленты. Теперь TDK SF90 1987 года для японского рынка с лентой типа 2. У всех калибровка практически в нулевом положении. И каждая из этих кассет может быть выбрана в качестве эталонной для настройки. Не обязательно с лентой второго типа. Главное, чтобы она была в отличном состоянии. Сигнал частотой 10 кГц. Вход лента. И сигнал частотой 315 Гц. Вход лента на уровне минус 10 дБ. Подниму уровень до значка Dolby, как мы обычно это показываем. Вход лента. Уровни на индикаторе ровные. И кассета с лентой второго типа TDK Seeding 2 1996 года японский рынок. Под нее нужно чуть-чуть подстроить уровень Rec Level. Ну, можно считать, готово.
Ну а что думаете вы об этом? Буду рад вашим комментариям. И до встречи на канале. Всем пока.